Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы хотим с вами поговорить об 3 вещах, которые вам нужно перестать делать в своем доме. И тогда деньги в вашем кошельке всегда будут. Поэтому запомните эти 3 вещи, которые ни в коем случае никогда, ни при каких обстоятельствах не делайте. Иначе о богатстве, о финансовом благополучии и изобилии вы просто можете не мечтать и просто забудьте. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, для того, чтобы знать эту полную информацию. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы желаете изобилия, богатства, благополучия, чтобы они также знали эту важную и ценную информацию. Вы знаете, первое, что ни в коем случае нельзя делать в вашем доме для того, чтобы деньги всегда были не только в вашем кошельке, но и в вашем доме, ни в коем случае не подметайте полы после захода солнца и не мойте пол вечером. Почему? Потому что вы должны понимать, что уборка – это своеобразный ритуал очищения. И когда вы подметаете пол, вы обнуляете энергетику помещения, независимо от того, какой она была – позитивной изначально или была негативной. Тут же сразу нужно вспомнить о том, с чем в первую очередь у нас ассоциируется ночь. Ведь наши предки считали именно ночное время суток злым, нечистым. И вы знаете, в настоящее время в нашем современном мире тоже ничего не изменилось. Потому что после уборки нашего дома дом становится таким вот беззащитным перед негативной энергетикой ночи. А значит, она наполняет дом. И ничего хорошего после вечернего подметания пола можно и не ждать. На семью может обрушиться неудачи, несчастье. Ваши члены семьи, ваши домочадцы будут болеть и много ругаться. Кроме того, считается, что ночью возле дома бродят нечистые силы, те же колдуны, злые духи. И когда вы также выбрасываете мусор за порог, они подбирают его, а это сродни проклятию. И примета, запрещающая подметать полы вечером, появилась очень давно. Это было не вчера. И изначально она имела даже вполне логичное объяснение. Дело в том, что у наших предков, как вы знаете, не было электричества. И после захода солнца их дома освещались очень слабо. А значит, был риск либо подмести очень плохо, либо вместе с мусором выкинуть какую-то ценную вещь, случайно упавшую на пол. И вы знаете, в настоящее время мало что изменилось. Современные лампы освещают, конечно же, пол куда лучше, но после долгой работы с компьютером или бумагами, к сожалению, наши глазки с трудом разглядывают мелкие детали на полу. Поэтому причина отложить уборку все те же. Вы либо сделаете это плохо, либо, возможно, выкинете какую-то важную и ценную вещь. Кроме того, мало кто приходит с работы полным сил. Обычно мы с вами так работаем, что валимся с ног от усталости и мечтаем лишь о теплой постели. Поэтому отложить домашние дела и отдохните в вечернее время. Это хорошее вложение в свое здоровье. Также, подметая пол, в вечернее время вы привлекаете в дом негативную энергетику и обрекаете себя на беды. Но даже если вы и не суеверны, уборку действительно стоит отложить на другое время. А в это время лучше выспаться, отдохнуть и потом ее сделать более качественно. Следующее, что обязательно нужно делать: нельзя тратить деньги в день получения зарплаты. Подождите до утра. Когда мы с вами получаем доход, премию, заработную плату, то у нас сразу появляется желание купить всего и побольше. Почему-то вот именно так работает это. Но вы знаете, согласно народным приметам, традициям, нельзя тратить зарплату в первый день, когда она была получена.
И если знать, как это правильно все делать, то благодаря своему доходу, который вы приносите домой, вы только сможете приумножить богатство. Поэтому всю заработную плату всегда приносите домой. И если есть такая возможность, то домой ее необходимо приносить всю до копейки. Да-да-да, именно до копейки. И здесь достаточно простое объяснение. Когда человек держит в руках внушительную сумму, то, знаете, у человека наступает, возможно, неосознанно, но наступает радость. Ему хочется все больше и больше. Из-за этого можно купить вещи, которые совершенно вам не нужны. А вот деньги будут потрачены. И после получения дохода, денег, зарплаты, стоит все деньги принести домой, где спокойно и без эмоций распланировать свои расходы. И также обращаем ваше внимание, что деньги, именно ваш доход, который вы зарабатываете, именно который эквивалентен вашим деньгам, он связан еще и с энергетикой, потому что деньги, энергия именно денег всегда должны знать дорогу. И именно дома у них должно быть свое место, в котором им будет уютно. Потому что вы должны понимать еще и тот факт, что все деньги переходят от человека к человеку. При этом каждый раз денежки берут энергетику каждого человека. И купюры ее сохраняют и передают следующему владельцу. Вот постоянно происходит вот такое вот взаимодействие. Именно поэтому очень важно поддержать деньги, которые вам выплачены в качестве вам дохода, в качестве зарплаты в руках, и передать им свою энергию. Это очень важно, и запомните, пожалуйста, это правило. Далее, следующее. Никогда не оставляйте на столе пустые бутылки, банки, посуду, кастрюли. Если оставлять пустые бутылки на столе, то в вашем доме всегда будет пусто. Нечего будет поставить на стол. По этой же причине на обеденном столе не должно стоять никакая пустая посуда, будь то чашки, салатники или даже тарелки. Также считается, что в доме, в котором на столе оставляют пустые бутылки, никогда не будет денег и достатка. И даже в народе наши предки говорили, что в незакрытых пустых бутылках заводится нечисть, и ставить их на стол значит сделать весь стол нечистым. Нередко также можно услышать, что пустые бутылки на столе – это как прозрачный намек гостям о том, что им пора уходить. Также никогда не оставляйте нож на столе, а также мелочь, потому что это также может привести к ухудшению материального состояния, к проблемам в профессиональной деятельности всех членов семьи и ссорам и конфликтам. Поэтому забытый на столе нож способен также и обидеть домового. В результате в доме начнут происходить определенные странности, и в нем поселятся невзгоды и различные бытовые трудности. Поэтому тот, кто забыл убрать на ночь нож со стола, должен готовиться к нехорошим событиям. Это могут быть и недомогания, это могут быть ссоры, это может быть и напряженная обстановка в доме, которая станет вследствие причиной всевозможных разногласий. Поэтому, чтобы не допустить всего перечисленного, необходимо всегда класть нож на свое место. Помните также, что ваши ножи на вашей кухне всегда должны быть обязательно чистыми. Друзья, вот эти советы, пожалуйста, и рекомендации запишите себе. И никогда не делайте эти вещи в своем доме. И тогда и деньги будут в кошельке, и изобилие финансового благополучия, и достаток также будет в вашем доме. Друзья, правила очень простые, и, как вы видите, соблюдать их легко.